Всем привет, продолжаем наши псевдогайды. Итак, интеракт. Наш интеракт. Лейн-трейсы. Мы сделали таймер, теперь таймер должен что-то делать раз в какой-то промежуток времени. У нас это 0,2 секунды. Это стрелять лейн-трейсом он будет. То есть из нашей камеры будет выходить лейн-трейс на какую-то дистанцию. И если он словит то, что нам нужно, то будет происходить что-то. Вот так вот все просто. Что именно и как это делается? Как мы это делаем в блюпринтах? Если мы зайдем в блюпринты, вот я создал метод, который это делает. Вот у нас есть уже блюпринтовый. Таким вот образом, то есть мы вызываем line trace by channel. Туда start location, end location рассчитывается вот так вот это все. Указываем тут параметры разные, и у нас как бы стреляет вот этот lane. Но мы-то хотим это в плюсах. Для начала, для того, чтобы это все сделать, идем в Project Settings и настраиваем, выбираем Collision, Interact, создаем Trace Channel, New Trace Channel нажимаем. Появится такая штука, прописываем, что это интеракт, и вот здесь выбираем Ignore, чтобы все игнорировалось. Дальше заходим в персонажа, я камеру поднял, если хотите, можете ее поднять, можете не поднять, это на ваше усмотрение, как чего, просто мы смотрели в задницу до этого, я сделал, чтобы мы смотрели в плечи. И если мы возьмем, допустим, предположим, нашу капсулу компоненту, и пролистаем вниз, мы видим, что вот здесь появится у нас интеракт, и он игнорируется, то есть наш lane trace будет игнорировать всех, кроме тех, кому мы скажем, что это блок, допустим, вот здесь поставим блок. Соответственно, я уже вот этой части поставил, что он блок. Я не знаю, она за мной не будет видно, давайте я попробую себя вот так вот убрать. Зачем я здесь, правильно? Вот интеракт стоит у нас здесь блок, а здесь, если мы переключим его сюда, здесь у нас не стоит ничего, либо я его перелистал. Сейчас я его найду. Для этого берем кастом, чтобы нам показалось. И вот здесь у нас интеракт как бы ignore. То есть левая часть не должна будет триггериться, а правая часть должна будет триггериться. Хорошо, мы это сделали. Теперь идем в плюсы. Перейдем в плюсы. В плюсах вот я уже записал. То есть мы создали наши переменные, которые нам понадобятся. После чего камера компонента. Идем сюда. Я ее записал в поле, потому что нам постоянно придется к ней обращаться. Это же у нас, помним, происходит каждые 0,2 секунды. Поэтому, чтобы не доставать вот эту вот всю пачку, мы спокойно берем и записываем его в поле, проверяем. Если там ничего нет, то мы его получаем. Если там что-то есть, мы это как бы игнорируем. Хорошо, дальше. Старт-локацию мы записываем из камеры компонента, то есть из нашей камеры, которую мы смотрим, берем начальную точку, то есть ее location, getComPoint location. В конечную точку мы берем forward вектор в начале из камеры, то есть наше направление, умножаем на какое-то значение, то есть это будет наша длина 600 на данный момент, и приплюсовываем нашу стартовую локацию, то есть и соответственно получается мы ее растянули. То есть получили начальную точку и конечную точку. Хорошо. Потом есть два варианта. Мы можем вызвать метод вот такой вот из UKismet System Library. Что line trace single сделать. Давайте сохраним и запустим лайфкодинг. Этот лайфкодинг нам не надо. И запустим лайфкодинг. Вот. Видим, что у нас lane trace наш отрисовывается. Он нам ничего не пишет по коду, он там должен будет в логах сейчас сверху слева писать что-то. Здесь он не попадает, а как только мы нацеливаемся камерой на этот участок, у нас начинается писать интеракт, и видим, что там точки появляются, это точки наших попадания, то есть как мы куда попадаем. Здесь мы не попадаем, то есть нет нашего интеракта. А здесь он у нас есть, то есть оно как бы работает. Но в чем есть нюанс? Давайте для начала рассмотрим этот метод, что он принимает в себя. Он принимает world context object, то есть в данном случае это this.
можно передать. Потом нашу стартовую локацию start location, конечную end location, trace type query. Trace type query в данном случае можно высчитывать, ну, если я все правильно понял, то можно высчитывать таким образом, что это раз, два, три. Вот интеракт это у нас третий, и мы можем понять, что нам надо третий. То есть он стреляет именно вот этой линии, которая интеракт. То есть все ее игнорируют, а только то, что нам нужно, ее не игнорируют. Соответственно, у нас происходит взаимодействие только с теми объектами, которыми мы скажем. То есть нам не надо дополнительно какие-то проверки производить, присваивать теги, какие-то интерфейсы, делать постоянные касты какие-нибудь. Вот это вот всего нам делать не надо. Это что касается type query, вот этого вот trace type query. Дальше он принимает trace комплекс, или не комплекс, но false у меня там стоит. Потом ignore actors там идут. То есть мы можем сюда добавить, каких акторов он игнорить будет. То есть условно this добавить можно. Вот он, мы создали его поле, переменную. И туда можно всяких разных акторов добавить. После этого у нас идет draw debug type, то есть trace вот этот, то есть мы говорим, что он for duration, то есть на длительность по стандарту 5 секунд, то есть на 5 секунд рисуется. Можно поставить none, чтобы не рисовалось и так далее. Hit result. Дальше мы передаем out hit, вот этот f hit result. Это вот в этой как раз таки структуре будет находиться все, что нам надо объекте, в который мы попали. То есть локация, его сам класс. В общем, там дофига всего хранится. И компоненты, если мы попали именно в компоненту какую-то у этого объекта и так далее и тому подобное. В общем, там много чего. В общем, это то, что нам надо. Потом у нас bool be ignore self, то есть игнорировать себя. И дальше уже идет как бы trace color всякие, то есть которые по стандарту state red, который попал в state green и стоит на 5 секунд. То есть это можно не вводить, они уже введены как бы. Но есть проблема. Есть проблема. Давайте откроем эту проблему. Эта проблема выглядит вот таким вот образом. Мы когда вызываем этот метод, во-первых, нам нужно не забывать о том, что нам нужно подключить Kismet Library. То есть вот этот gameplay statics, он Kismet gameplay statics находится там. После чего, что у нас здесь происходит? У нас, во-первых, конвертация происходит. То есть мы наш trace channel, который мы передали, convert to collision channel делаем. Записываем. После чего тут всякие safname записываем. Configurate collision params происходит. World делаем, get world опять же записываем его еще раз. И, ну ладно, до этого мы не записывали, окей. То есть мы это делаем. После чего мы вызываем. И самое интересное, что здесь мы вызываем line trace single by channel. Зачем нам делать вот эту вот всю пачку, если мы можем сразу вызвать line trace single by channel? И вот он здесь. Это мы комментируем. Это мы закомментируем. А это мы раскомментируем. Вот он, замечательный метод getWorld. Да, забыл сказать, что вот эти вот методы, они возвращают булевое значение. То есть, если чего-то коснулся, то true, если чего-то не коснулся, то false. Соответственно, исходя из вот этого кода, если он в кого-то попал, то у нас будет прописываться интеракт. Если он ни в кого не попал, то у нас будет просто return. Окей. Что же у нас в этом методе? Мы делаем getWorld line trace single by channel. И самое интересное, что getWorld в данном случае нам не надо, не обязательно его записывать, так как он уже в акторах компонентах, он уже как бы записан в поле, соответственно, здесь уже проверка идет на world, и сразу нам возвращается уже world, то есть там просто проверка. World записан по принципу, как у нас камера компонента здесь, поэтому вот такая вот история. Хорошо, дальше мы вызываем line trace single by channel. И смотрим, что он в себя принимает. Hit result передали. Наш hit result. Стартовая локация, конечная локация передали. И дальше у нас E-collision channel. Вот этот самый. Все остальные, они как бы по стандарту идут, их можно не указывать. То есть дальше все. Но это он не будет отрисовывать сам лайн. А нам нужно, чтобы еще и лайн отрисовывал. Лайн отрисовывается вот таким вот методом. Но с ним чуть-чуть попозже. Что касается collision channel, здесь он немножко по-другому высчитывается и по-другому выглядит. То есть у нас
на данный момент ignore это вот такой вот будет, то есть game trace channel 2. Но чтобы это найти, у нас есть вот такой вот файлик default engine ini. Мы можем вот здесь вот в поиске написать default engine.ini, и вот он его находит. То есть мы его открываем, и здесь мы помним, что мы назвали interact. Давайте Ctrl-Find сделаем. Interact. Если мы пропишем interact, то вот здесь мы найдем наш interact, то есть это та наша коллизия, которую мы создали. И мы смотрим, что он находится под Game Trace Channel 2. То, что у него тут все его параметры и прочее. Но нас интересует конкретно вот этот вот кусочек. Это Game Trace Channel 2. И мы им, соответственно, пользуемся. То есть, когда мы создаем новый какой-то, фиг пойми, где он находится или где он может находиться. И, в общем, вот таким вот образом мы можем здесь, в этом файлике, в Collision профайле, если пролистаем вниз, вот здесь вот Default Channel Response идут они. И наш первый это не наш, но вот наш второй идет. И вот здесь название. Раз повторюсь, вот. Interact. Поэтому здесь я указал, что это вот второй. Ну и отрисовка. Здесь просто вызываем метод drawDebugLine, передаем getWorld, начальную локацию, финальную локацию, цвет, что-то там false. Что такое false? Be persistent lines, но это по стандарту false, а потом я хотел время указать, точно такое же время указал, чтобы оно отрисовывалось. Потом deep profility, priority profility 0, ну и толщину его указал 0,2. Она не толстая такая была линия. Хорошо, все это мы сохранили. Заходим, нажимаем. И вот Line Trace отрисовывает. Смотрим, он в нас не попадает, то есть мы его не триггерим, стенки его не триггерят, но вот эта стенка его начинает триггерить. Ну, здесь у нас точка не показывает, что это Line не триггерит ее, или там надо было true поставить, но не суть важно. В общем, мы смотрим по коду и видим, что у нас срабатывает interact. Соответственно, теперь все объекты, которые мы в коллизиях пометим, что там interact, блок или overlap, у нас будут триггериться. То есть у нас все хорошо. Это хорошо. Что еще хотел рассказать? В принципе, все. Дальше интерфейсы, наверное. Интерфейсы, потому что нам нужно что-то делать, правильно? То есть мы из hit результа вот этого будем что-то доставать. То есть здесь можно достать актор, условно, getActor, и с ним уже работать. Но дело в том, что getActor у нас возвращает актора, то есть не нашего класса, а актора возвращает, и нам нужно сделать так, чтобы с разными мы могли взаимодействовать. То есть с актором могли взаимодействовать, с павном могли взаимодействовать с характером, и могли, может быть, еще с кем-то взаимодействовать, мало ли чего. Правильно? Правильно. А для этого нам понадобятся интерфейсы. Мы сможем там, ну, в общем, интерфейсы, когда приступит, тогда и все будет. Что ж, а на этом все. Надеюсь, все рассказал. Если чего-то не рассказал, комментарии обязательно оставляем. Пинаем, рассказываем, в чем был неправ и так далее и тому подобное. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord ссылка в описании. И всем пока.